Когда мертвые приходят за своим. История, которая заставила семью раскопать могилу. Вы когда-нибудь задумывались, насколько тонка грань между прощанием и ошибкой? Мы привыкли верить, что смерть — это финал, точка. Но что, если это лишь начало судебного процесса, где присяжные — это ваши мертвые родственники? Представьте, 3 человека, 3 разных города, сотни километров между ними. И один и тот же сон, приходящий в одну и ту же секунду. В нем нет спецэффектов, там только он. Отец, которого похоронили неделю назад. Он стоит в той же самой одежде, в которой его опустили в землю. Его губы почти не шевелятся, но голос звучит прямо внутри черепа. Один и тот же вопрос, пронзающий тишину 3 спален. Почему мне не дали денег с собой? Это не выдумка. Это реальная история от моего подписчика. История, которая заставила семью сделать немыслимое — раскопать могилу отца и исправить ошибку, допущенную на похоронах. Сегодня мы погрузимся в одну из самых мистических и пугающих историй, связанных с похоронными традициями. Я расскажу вам не только эту шокирующую историю, но и найду похожие случаи по всему миру, а также узнаем, что думают об этом христианская и баптистская церкви. Готовы? Тогда устраивайтесь поудобнее, выключите свет и начнем. Глава 1. История подписчика. Он попросил не называть его имя, но разрешил рассказать то, что произошло с его семьей. Передаю его рассказ. Все началось на похоронах. Суета, слезы, тяжелое небо. В этой суматохе семья совершила 2 ошибки, которые в оккультизме считаются критическими. Они не бросили традиционную горсть земли и не положили в гроб монеты. Спустя 3 дня начался ад. 3 членов семьи, братья и сестры, живущие в разных концах страны, на 4-й день начали видеть один и тот же сериальный кошмар. Каждая ночь отец приходил к ним. Одежда была идентичной. Выражение лица — застывшая обида. «Почему мне не дали денег?» Это продолжалось 4 дня. Психологи называют это индуцированным бредом. Но как объяснить идентичность деталей у людей, которые не общались между собой в эти дни? Решение было за гранью логики и закона. Семья вернулась на кладбище. Они разрыли верхний слой могилы, чтобы дойти до земли, соприкасающейся с гробом, и бросили туда то, что задолжали. Горсть земли и 40 монет. Результат? В ту же ночь сны прекратились. Навсегда. Вот такая история. Реальная история реальных людей. И теперь давайте разберемся, откуда вообще взялась эта традиция с монетами. Глава 2. Откуда пошла традиция? Чтобы понять эту историю, нужно погрузиться вглубь веков. Традиция класть монеты в могилу – одна из древнейших в человеческой истории. Древняя Греция и Рим. Начнем с античности. Древние греки клали монету, обол, в рот умершему или на глаза. Зачем? Это была плата Харону, мрачному перевозчику душ через реку Стикс в царство мертвых. Без оплаты Харон не возьмет душу в свою лодку, и она будет обречена скитаться 100 лет по берегу реки между миром живых и мертвых. Представьте ужас античного человека. Твой родственник умер без монеты, и теперь его душа вечно блуждает в тумане, не в силах найти покой. Славянская традиция. К славянам этот обычай пришел еще в языческие времена. Но смысл был немного другой. Монеты клали как подношение богу Велесу, хранителю подземного мира, и матери земле. Это была своего рода арендная плата за место упокоения. Существовало поверье: если не кинуть монеты в могилу, душа покойного не будет привязана к месту погребения. Она будет по ночам являться к живым родственникам, жалуясь на хозяев подземного мира, который выгоняет ее из могилы. Звучит знакомо, правда? Именно это и произошло в истории нашего подписчика. Сколько монет нужно? В разных традициях называли разное количество. Но чаще всего встречается число 40. Почему именно 40? Потому что, согласно христианским представлениям, душа человека 40 дней проходит испытания, отвечая за грехи, совершенные при жизни, по 1 монете на каждый день, чтобы расплатиться за грехи и обрести покой. Некоторые верили, что монеты нужны для покупки места на том свете. Другие считали, что это плата перевозчику душ, будь то Харон у греков или архангел Михаил и Николай Чудотворец в православной традиции. Хотя это, конечно, искажение христианского учения. Глава 3. Горсть земли. Бросить горсть земли — это не просто ритуал. Это магическое действие по закрытию портала. В эзотерике считается, что пока первый близкий родственник не бросит землю, дверь между мирами остается приоткрытой.
Покойный не понимает, что он мертв. Он видит живых, слышит их, но не может коснуться. Это порождает гнев. Когда герой нашей истории и его семья вернулись на могилу, они физически и символически завершили процесс демаркации, провели границу. Глава 4. Подобные случаи по миру. История моего подписчика не единственная. Давайте посмотрим на похожие случаи из разных уголков мира. Китай. В Китае существует многовековая традиция сжигания адских денег, специальных ритуальных купюр у могил предков. Китайцы верят, что эти деньги попадают к умершим в загробный мир, где на них можно купить все необходимое. И знаете что? Зафиксированы случаи, когда китайцы видели во сне умерших родственников, которые жаловались на бедность в мире ином. После того, как родственники сжигали больше денег у могилы, сны прекращались. Мексика. Ошибка в Сан-Педро. На День мертвых, Dia de los Muertos, семья не выставила на алтарь любимый сорт текилы покойного деда. Ночью все в доме проснулись от звука бьющегося стекла. На кухне была разбита бутылка воды, хотя в доме никого не было. В следующую ночь дед явился внуку и показал на пустой стакан. Англия. Викторианские страхи. В XIX веке существовал обряд кормления мертвых. Если на могилу не просыпали зерно, символ жизни и платы птицам-проводникам, считалось, что покойник начнет сосать жизнь из младшего члена семьи. В архивах есть записи о семьях, которые эксгумировали тела через неделю после похорон, чтобы доложить в гроб забытые вещи, так как дети начинали беспричинно чахнуть. Во всех этих случаях прослеживается одна и та же закономерность. На похоронах не соблюден какой-то важный ритуал. Покойный начинает являться во снах, часто одновременно нескольким родственникам. Сны прекращаются только после того, как ритуал выполнен. Случайность? Массовое внушение? Или что-то большее? Глава 5. Что говорит православная церковь? Теперь давайте узнаем официальную позицию христианских церквей, и она вас удивит. Изучив множество материала по данному вопросу, пришел к следующему. Итак, официальная позиция. Православная церковь категорически не одобряет традицию класть деньги в могилу. Почему? Во-первых, это считается языческим пережитком. Христианство учит, что душа после смерти находится в руках Божьих, и никакие земные деньги не могут повлиять на ее судьбу. Во-вторых, церковь считает, что такие обряды — это суеверие, которое отвлекает от истинной веры и молитвы за усопшего. Официальная рекомендация православной церкви проста. Если хотите что-то сделать для умершего, не кладите деньги на могилу. Лучше сделайте пожертвования в храм, закажите поминовение на литургии, раздайте милостыню нуждающимся с просьбой помянуть усопшего. Молитесь за душу покойного. Но есть нюанс. Интересно, что священники признают, несмотря на запреты, традиция продолжает жить. Почему? Потому что люди ищут эмоционального облегчения. Горе утраты настолько сильно, что человек готов хвататься за любую соломинку, за любой ритуал, который может помочь ему справиться с болью. Один священник из Киевской области сказал в интервью: «Мы объясняем прихожанам, что молитва важнее монет. Но обычай продолжает существовать, потому что людям нужно ощущение, что они что-то сделали для покойного. Это психологическая потребность». Как церковь объясняет сны? Православная традиция относится к ним очень осторожно. Святитель Игнатий Брянчанинов учил: сновидения, посылаемые Богом, несут в себе неоспоримое убеждение, но отличить их от бесовских наваждений могут только святые люди. То есть обычному человеку очень трудно понять, от кого этот сон – от Бога, от беса или это просто игра подсознания. Церковь советует: если вам снится умерший, не паникуйте. Помолитесь за его душу, посетите могилу, закажите панихиду в храме, но не воспринимайте сон как буквальное послание. Глава 6. Позиция баптистской церкви. А что думают баптисты? Их позиция еще более радикальная – отказ от ритуалов. Евангельские христиане-баптисты отвергают вообще любые традиции, которые не прописаны напрямую в Библии. Для них это принципиальная позиция. На баптистских похоронах не используют свечей, не ставят крест на могилу, только простой памятник, не кладут в гроб никаких предметов, включая иконы, не используют религиозных символов на церемонии. Почему такой строгий подход? Баптисты верят, что после смерти душа сразу попадает во власть Господа, и никакие земные действия живых не могут повлиять на ее судьбу.
Судьба души решается при жизни человека, его верой и делами. После смерти уже ничего нельзя изменить. Ни деньгами, ни молитвами, ни ритуалами. Как объясняют сны? Баптисты относятся к снам скептически. Для них это либо работа подсознания и стресс от утраты, либо искушение от сатаны, пытающегося увести человека от истинной веры в суеверие. Один баптистский проповедник объяснил мне: Библия говорит, что мертвые не возвращаются к живым. Если вам снится умерший родственник, это не его душа приходит к вам. Это либо ваша память о нем, либо бесовский обман. Что делать баптисту, если снится покойник? Рекомендации простые. Не придавать сну мистического значения. Не выполнять никаких ритуалов. Молиться Богу о утешении и успокоении. При необходимости обратиться к психологу, если сны вызывают сильный стресс. Глава 7. Научное объяснение. Теперь давайте посмотрим на эту историю глазами науки. Есть ли рациональное объяснение? Психология горя. Психологи давно изучают, как горе влияет на сознание человека. После смерти близкого человека мозг проходит через несколько стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Сны с умершими чаще всего возникают на стадиях отрицания и торга. Подсознание буквально не готово отпустить человека и продолжает его видеть. Коллективное бессознательное. Но как объяснить случай с 3 родственниками, которым снились идентичные сны? Карл Юнг ввел понятие коллективного бессознательного, общего для всех людей пласта психики, где хранятся архетипы и общие символы. Когда несколько близких людей переживают одну и ту же травму — смерть отца, их подсознание может обращаться к одним и тем же архетипам и символам. Отсюда похожие сны. Плюс не забываем о том, что все 3 выросли в одной семье с одними и теми же убеждениями и страхами. Возможно, где-то в глубине сознания все они знали о традиции класть монеты в могилу. И это знание проявилось во снах. Феномен синхронизации. Есть еще одна теория. Исследователи обнаружили, что близкие люди могут синхронизировать свои мозговые волны, особенно в состоянии сна. Это объясняет, почему матери часто просыпаются за секунду до того, как заплачет ребенок, или почему близнецы могут видеть похожие сны. Возможно, 3 брата и сестры, связанные кровными узами и общим горем, испытали подобную синхронизацию. Но что насчет результата? Самое интересное, после того, как семья выполнила ритуал, сны действительно прекратились. Как это объяснить? Психологи говорят, это классический эффект плацебо, только наоборот. Выполнив ритуал, люди дали своему подсознанию разрешение отпустить покойного. Их чувство вины исчезло, тревога улеглась, и сны прекратились. Работает ли это объяснение? Да. Исключает ли оно мистическую версию? Не обязательно. Глава 8. Граница между мирами. Знаете, что самое пугающее в этой истории? Не сны, не совпадения, а то, насколько тонка грань между рациональным и иррациональным, между наукой и мистикой. Исследование хосписов. В 2014 году Центр хосписной и паллиативной помощи в Буффало опубликовал удивительное исследование. Они 10 лет наблюдали за неизлечимо больными людьми. Результат? За несколько месяцев до смерти к большинству пациентов начинали приходить во сне умершие родственники. Причем сны были настолько реалистичны, что пациенты описывали их как реально пережитую ситуацию. Что это? Мозг готовит человека к переходу? Или души умерших действительно приходят, чтобы забрать своего близкого? Феномен посмертных видений. Еще один любопытный факт. Около 50-60% людей, потерявших близких, сообщают о посмертных видениях. Кто-то видит силуэт в комнате, кто-то слышит голос, а кто-то видит сны. Очень яркие, очень реальные сны. Наука пытается объяснить это работой травмированной психики. Но люди, пережившие это, часто говорят: «Я знаю, что это был не просто сон. Я знаю, что он был здесь». Тайна сознания. Самая большая тайна — это природа самого сознания. Мы до сих пор не знаем, что такое сознание, как оно связано с мозгом, существует ли оно после смерти мозга, могут ли сознания разных людей взаимодействовать. Пока у науки нет окончательных ответов на эти вопросы, истории вроде той, что рассказал мой подписчик, будут оставаться в серой зоне между объяснимым и необъяснимым. Глава 9. Код черной земли. Тайные обряды славянского подсознания. Почему именно в нашем регионе история с монетами и землей сработала так безотказно?
Мы — наследники двоеверия. Под слоем официальной религии в нас живет древний, как сам чернозем, страх перед заложенным покойником. В этнографии есть термин «нечистые покойники». Это те, кто умер не своей смертью, или те, чьи похороны прошли неправильно. Считалось, что земля не принимает такое тело. Она буквально выталкивает его обратно. Бросая горсть земли, участник похорон говорит «земля тебе пухом». Но это не пожелание комфорта. Это магическая формула принятия. Когда семья из нашей истории забыла это сделать, они оставили отца в подвешенном состоянии. Он не был принят почвой. Он остался в лиминальном пространстве между дверью и порогом. А монеты? В деревнях русского севера до сих пор верят, что покойнику нужно купить себе место на пиру. Если он приходит во сне и спрашивает про деньги, это сигнал крайнего унижения. В мире теней он нищий. А нищий дух — это голодный дух. Он начинает тянуть энергию из тех, кто оставил его в таком положении. Глава 10. Исповедь могильщика. Они не всегда лежат тихо. Мы связались с человеком, который проработал на кладбищах более 15 лет. Мы будем называть его Алексей. Его история не попадает в официальные отчеты, но они подтверждают, случай нашего подписчика — лишь вершина айсберга. Люди думают, что закопал и забыл, но земля — это живой организм. Иногда ты чувствуешь, что могила не закрылась. Бывает, копаешь холм на следующий день, а земля как будто сухая, рыхлая, не берется. Это верный знак. Покойник недоволен. Был случай, похоронили женщину, а дочка забыла положить ей в гроб любимые очки. Через 2 дня дочка прибегает, глаза красные. Снится, что она ходит по дому, натыкается на углы и плачет, что ничего не видит. Мы прикопали очки прямо под крест, на глубину штыка. На следующий день дочка пришла с цветами, говорит, мать приснилась довольная, в очках, просто кивнула и ушла в туман. Это подтверждает теорию. Материальные предметы для покойных — это символы внимания. Забыть их значит оборвать уважительную связь. Глава 11. Глобальная карта теней. Как платят мертвым в других мирах? Феномен платы мертвецу универсален. Если это совпадение, то почему оно работает на всех континентах? Тибет. Небесные похороны. Здесь тело отдают грифам. Но прежде лама должен выкупить душу у местных божеств. Если семья поскупится на подношение, считается, что дух вернется в виде лана, голодного призрака, который будет преследовать скот. Япония. Санзу но кава. Японцы кладут в гроб 6 монет. Рокумонсен. Это плата за переход через реку Санзу. В современной Японии, где популярна кремация, монеты часто делают из картона, но ритуал соблюдается неукоснительно. Почему? Потому что японцы — лидеры по технологиям, но они панически боятся юрей, мстительных духов, оставшихся без оплаты. Древний Египет — это была цивилизация, помешанная на багаже для мертвых. У Шепти маленькие фигурки слуг должны были работать за покойного в полях Иалу. Если в гробнице не было фигурок, покойник просыпался и начинал звать живых, требуя помощи в загробных трудах. Глава 12. Физика потустороннего. Почему это прекратилось? Самая интригующая часть истории нашего подписчика — мгновенный финал. Сны прекратились через пару дней после того, как в землю кинули монеты. Если бы это было психологическое горе, оно бы затухало месяцами. Но здесь мы видим эффект выключенного рубильника. Это наводит на пугающую мысль. Возможно, наши ритуалы — это не просто дань памяти. Это технический регламент, как ввод пароля для доступа к серверу. Нет пароля, земли и монет, система выдает ошибку и зацикливает файл, образ отца во сне. Как только данные введены, трансляция прекращается. Заключение. Итак, что мы имеем? История, которая началась с забытой традиции и закончилась раскопанной могилой. 3 человека в разных городах, видящие один и тот же сон. Древний обычай, уходящий корнями вглубь тысячелетий. Категорические запреты церкви. Научное объяснение. И все равно вопросы без ответов. Был ли это действительно дух отца, требующий соблюдения древнего ритуала? Или просто коллективное чувство вины 3 детей, знавших о традиции и переживавших, что не выполнили ее? Мы никогда не узнаем правды наверняка. Но вот что я думаю. Возможно, правда не в том, было ли это настоящее явление духа или просто работа подсознания. Правда в том, что смерть — это тайна, которую мы все еще не разгадали.
И пока она остается тайной, будут существовать ритуалы, традиции, верования. Потому что когда умирает близкий человек, нам нужно что-то делать. Нам нужно ощущение, что мы можем ему помочь, даже если он уже ушел. Это базовая человеческая потребность — заботиться о тех, кого мы любим. И знаете что? В этом нет ничего плохого. Пока это помогает живым справиться с горем, пока это не причиняет вреда, пока это дает утешение, пусть будут и монеты в могиле, и молитвы в храме, и психологи, и ритуалы. Практические советы. Если вам снится умерший близкий человек, не паникуйте. Это нормально и встречается у половины людей, переживших утрату. Запишите сон. Иногда это помогает понять свои чувства. Посетите могилу. Не из-за мистики, а просто чтобы отдать дань памяти. Поговорите с кем-то, с другом, священником или психологом. Примите свои чувства. Горе, вина, тоска — это все нормальные реакции. Дайте себе время. Принятие смерти близкого может занять месяцы или даже годы. Берегите своих близких, пока они живы. И помните о них с любовью, когда они уходят. Потому что, в конце концов, именно память — настоящая связь между мирами. Не монеты, не ритуалы, а любовь и память.